Смотрите, два сайта выдачи. Один простой, второй со звездами, ценой и отзывами. Куда кликните вы? Вот так и Google. Сайты с микроразметкой он тянет выше и даже в AI выдачу. Сейчас я покажу, как сделать так же быстро и даже без программиста. Привет, я Наталья, SEO-специалист, и это видео для владельцев бизнеса, у кого уже есть сайт, но нет кликов. Микроразметка – это ярлыки для поисковиков. Она показывает Google, Яндекс или Bing, где цена, где товар и где отзывы. Вы добавляете код, и сайт превращается из скучной ссылки в карточку, звезды, цена, быстрые ссылки, фото, отзывы. И да, именно такие страницы Google любит забирать в AI-ответы. Это шанс быть выше конкурентов, даже если вы не в топ-1. Это работает для любых сайтов. Если у вас блог, магазин, онлайн-сервис, сайт-визитка. Главное правильно указать, что у вас на странице. Запрос: рецепт плова. На третьем месте текст. На втором месте фото, рейтинг, количество звезд и время приготовления. Разметка Recipe. Куда кликните вы? Продаете одежду или обувь? Микроразметка, продукт и ревью. Показывает цену, рейтинг, количество звезд, фото, наличие. Все прямо в сниппете. Оказываете услуги? Добавьте фок. К примеру, как сделать ремонт квартиры? И ответ прямо под сниппетом, выпадающим в списке Гугла. Это не про SEO для галочки. Это визуальное преимущество сайта выдачи, даже если ваш сайт на третьем или четвертом месте. Самый простой способ начать – это взять готовый код конкурента и адаптировать его под себя. Давайте посмотрим, как это делается. Заходим на сайт конкурента, открываем исходный код страницы, либо нажимаем сочетание клавиш Ctrl-U. Ищем нужный код. В описании к видео я оставлю примеры кодов, которые нужно искать. Как правило, нам нужен кусочек кода, который описывает организацию или локальный бизнес. Например, ищите local business или organization. Вот наш кусочек кода. Если у вас физический адрес, вам нужна разметка local business. А если у вас онлайн бизнес, как у меня, нет точки на карте, то выбираем organization. Копируем кусочек кода, адаптируем его под свой сайт, меняем все данные, названия, URL, контакты на свои собственные. Я это делаю в текстовом документе. Теперь, когда у нас есть готовый код, нам его нужно разместить на сайте. Я покажу на примере WordPress, но принцип работы с шаблонами одинаков для большинства самописных систем. Итак, заходим в админ-панель, переходим в внешний вид, редактор тем. Нам нужен файл header.php. Это общий документ, который загружается на всех страницах вашего сайта. Добавляем наш скрипт, скопированный прямо перед закрывающим тегом head. Никаких лишних данных, просто вставляем ваш адаптированный код. И еще раз проверьте, тип разметки должен быть либо local business, либо organization, под тип вашего бизнеса. Нажимаем «Обновить файл». Вы увидите сообщение, что файл успешно изменен. После того, как вы добавили код, очень важно проверить, что все работает корректно и без ошибок. Это можно сделать с помощью специальных инструментов. Используем инструмент для проверки микроразметки. Ссылку на инструмент я оставлю в описании к видео. Вводим URL вашего сайта и запускаем проверку. Смотрим на результат. Главное – 0 ошибок. Инструмент должен обнаружить один элемент. Это ваша разметка Organization или Local Business. Убедитесь, что все ваши данные, названия, URL, контакты, которые вы указали в коде, отображаются правильно. Если вы совсем не хотите копаться в коде, есть еще один удобный вариант – это использование онлайн-генераторов. Ссылки на проверенные сервисы я оставлю внизу в описании к видео. Заходим на сайт генератора. Выбираем нужный тип разметки. Например, Organization для онлайн-бизнеса. Заполняем все нужные данные. Ссылку на логотип. Альтернативное название. Социальные профили выбираем. Добавляем контакты.
Выбираем регионы, по которым вы работаете. И выбираем языки. Все, нажимаем просто кнопку «Скопировать». Это готовый код. То есть генератор вам сгенерировал готовый код, который вы можете вставлять на ваш сайт. Вставляем этот код туда же, в файл header.php, как мы делали в первом способе, заменяя предыдущий код, если вдруг он был. На сайте сохраняем, обновляем и проверяем его через инструмент проверки микроразметки. Помните, общие типы разметки, такие как Local Business или Organization, ставятся один раз в шаблон, в header PHP. Если вам нужна разметка для отдельного блока или конкретных страниц, например, FOC, либо это продукт, либо это Recipe, то вам нужно ставить на конкретную страницу. Но это тема для отдельного видео, либо использования плагинов. А теперь самый главный безопасный способ, который я рекомендую всем своим клиентам на WordPress, это использование плагинов. Я покажу на примере плагина RankMath. Это частично бесплатный плагин. Сначала мы настроим общую информацию о компании. Это делается один раз и для всего сайта. После того, как мы установили и активировали плагин, настоятельно рекомендую пройти мастер установки. Там заполняется самая важная информация. После этого вам нужно будет в консоли проверить, включен ли у вас модуль «Схема». Обычно по умолчанию он включен, но лучше его проверить. После этого вам нужно перейти в пункт заголовки и мета. Дальше местное SEO. Здесь вам нужно будет заполнить максимально подробно информацию о вашей компании. Выбрать человека, организации и заполнить все нужные данные. Обязательно нажать на кнопку «Сохранить». Когда вы заполнили общую информацию о компании, здесь необходимо оптимизировать именно саму страницу. Представим, что вы написали статью и хотите разметить блок FOC. Сейчас я покажу, как это сделать. Переходим на сайт. К примеру, у меня есть запись, которую мне нужно будет проверить, есть ли микроразметка, и разметить блок FOC. То есть зашли на страницу, у вас появится сверху плашка с плагином. Вам нужно будет перейти вот на третью иконку. И вы увидите, что у вас используется уже схема статья, так как в настройках плагина оно уже по умолчанию есть. Теперь, к примеру, вам нужно разметить блок FOC. Прокручиваем вниз, и у меня он уже стоит. Но как я это сделала? То есть это можно сделать посредством добавления нового блока. И здесь ввести в поиске вот FOC от RankMath. Добавляем его, и здесь добавляем ваши вопросы и ответы. Это отличная функция для того, чтобы вы добавили в одном месте вопрос-ответ, и данные потянулись в микроразметку, потянулись в выдачу. Итак, мы сохранили статью. Теперь возвращаемся в наш инструмент проверки микроразметки и вставляем ссылку на статью. Сервис отработал, он показывает, что ошибок 0. Что мы видим? Мы видим несколько типов данных. Мы видим наш FOC, называется чего. Открываем и проверяем, все ли данные размечены. То есть мы видим вопрос, видим ответ, все хорошо, все работает, ошибок нет. Это самое главное. Если вам нужен отдельный гайд по плагину RankMath, напишите в комментариях. Как видите, внедрить микроразметку на сайт — это не так сложно, как кажется. Эти простые шаги помогут вам стать понятным для поисковых систем и выделиться среди конкурентов. А как внедрить микроразметку на популярные системы управления помимо WordPress, я написала в отдельной статье. Ссылка в описании к ролику. Внедрили схему, но ничего не появилось? Возможно, одна из 3 ошибок. Ошибка 1. Данные в коде и на странице не совпадают. Цена или наличие другое. Google это видит и игнорирует. Решение: следите, чтобы все совпадало. Ошибка номер 2. Разметка без контента. FOC или продукт на сайте нет, а разметка есть. Google ее убирает. Решение: размечайте только то, что есть на странице, что видно реально вашим пользователям. Ошибка номер 3. Не проверили код на валидацию. Решение: всегда проверяйте ваш код в Google Rich Results Test и Яндекс Вебмастере на наличие ошибок. Совет: 1 плагин равно 1 схема. Без дублей. Тогда все работает отлично, и ваш сниппет уже через неделю будет лучше ваших конкурентов.
Вывод. Разметка – это сигнал Google, что эта страница подходит для ответа. В комментариях напишите свой сайт или нишу. Я лично подскажу, какая разметка подойдет именно вам. А как попасть в AI-выдачу, видео с полной инструкцией уже на нашем канале. А в следующем видео я покажу, как я сделала сайт для себя, без программиста, бесплатно, за утро. Увидимся в следующем видео.